Представители знака зодиака Весы. Весы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, январь 2024 года. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Но будем, конечно, реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из нас. Но я так надеюсь, что мы с вами проведем приятное время и какие-то подсказки для вас все равно будут. Сумеете вы переложить этот наш общий расклад на какие-то свои жизненные реалии или на то, что вы хотите осуществить. Может быть, просчитаете какой-то вариант развития событий как альтернативный на пару шагов вперед. Почему нет? И январь месяц 2024 года, 2 число, конкретно Меркурий выходит из ретро-движения, и что-то становится более очевидным. Да, и вот перевернулась карта. По этой карте это может означать где-то вопросы с детьми, которые вам придется, может быть, решать. Но и, знаете, это когда мы хотим дознаться до какой-то правды или словно до сути, до истины докопаться. И у нас это получится, может быть. Или что-то само по себе, как тайное было прежде или непонятное, становится словно на свои места, больше ясности какой-то. Может быть, и вам захочется по тому или иному вопросу. И за ретро период Меркурия ведь, правда, могли быть не только на паузе какие-то вопросы, а могла быть информация разрозненная. Ну, значит, здесь больше по какому-то вопросу будет больше конкретики именно. И 21 января Плутон, мои дорогие, переходит в знак зодиака Водолей. Водолей у нас новатор. И в целом это больше нашей индивидуальности, больше свободы. И если 2023 год, я часто говорила в своих видео, год адаптации, то 24 год – игра по новым правилам. И эти где-то правила будете устанавливать вы тоже. От ваших действий будет зависеть качество жизни. Ну, давайте, 24 года у нас пока январь на пороге, поэтому первую карту хочу достать и назвать, задать вопрос картам, какая сфера жизни будет у вас наиболее активно проигрываться в январе. И в связи с этим, что важно знать. Каковы сюрпризы января для вас, мои дорогие весы? С какими неожиданностями, это больше, ну, предполагается возможный минус, вы можете столкнуться. Что скрыто? Ладно, 2 карты. Что может помешать или чему сейчас не время? Что будет вам помогать? И по основным сферам жизни. Энергетику смотрим. Дела, работа, бизнес. Денежная энергия. Что с финансами? И личная жизнь. Что же в центре вашего внимания? Неторопливость, ожидание. Вообще личная жизнь. Вот так. Для людей семейных тут, видимо, больше либо каких-то вопросов, которые касаются либо ваших родственников, ваших супругов, ваших, опять же, детей. Может быть, вопросы недвижимости или, в принципе, сам по себе период, когда, но больше в таком расслабленном состоянии и режиме ожидания, нежели что-то мы тут форсируем. Все идет где-то своим чередом, но это тогда прекрасный релакс. У кого-то ожидание может быть как подписание документов, вот отчасти для кого-то из вас это проиграется. Или пока решится какой-то вопрос. Все-таки у нас Паж мечей перевернулся, и есть как минимум одна какая-то тема, которую хотели бы вы прояснить. Может быть, или чтобы тема сама прояснилась. Почему я говорю про документы? Может быть, ожидание именно когда что-то подпишется. Или, ну, когда документ, может быть, будет готов. Что важно знать? Может быть, и правда не стоит куда-то ускоряться, потому что словно пространство и время по старшему аркану колесо фортуны вам выпадает. И здесь самое главное держать руку на пульсе, быть готовым к неожиданностям. С другой стороны, чего-то и не упустить. По этой карте предполагается, что могут ворваться события в нашу жизнь, когда предполагается наша быстрая реакция. Что-то мы не сможем отложить на потом, иначе упустим время или возможность. С другой стороны,
У нас все должно быть под контролем, чтобы нас какие-то обстоятельства не застали врасплох. Вот есть такое значение, мои дорогие весы. И знаете, может быть, ритм сам по себе января. То я жду чего-то, да, или как бы пауза, все спокойно, и вдруг начинает что-то убыстряться. Это старший аркан. И вот эти перемены, изменения, и по старшему аркану это часто то, что приходит извне. Это не мы инициируем, это нас как будто. Вселенная инициирует к чему-то. И поэтому, может быть, и карты говорят, ты сам искусственно не ускоряйся, потому что если ты стремглав куда-то будешь мчаться или что-то как бы быстрее что-то осуществить, можем пропустить как раз как возможность, подсказку или какое-то дело обустроить. Может быть, мы думаем, что лучше определенным образом поступить, а здесь нам пространство Вселенной даст возможность сделать это как-то иначе. Давайте мы посмотрим, каковы же сюрпризы. Надеяться на самого себя. И тем не менее аркан отшельника, как сюрприз, выпадает. Для кого-то из вас хочется вот этой самой паузы, может быть, есть усталость, хочется отдохнуть, хочется словно отойти полшага назад, а то и вообще абстрагироваться от общества. Есть такое по отшельнику, он идет своим путем. Эта карта, безусловно, философа и мудрого человека, и есть такое значение – к вам могут обращаться за советом, как правильно поступить в той или иной ситуации, как разрулить, может быть, какой-то сложный вопрос. Вот такое тоже есть. По этой карте все же больше проходит, когда мы, знаете, действуем по своему плану. И это в сюрпризах. Где-то это будет помогать. Может быть, как раз это колесо фортуны вам даст возможность какой-то реализовать свой проект. Может быть, вы думали, что что-то затянется очень долго, а здесь, правда, что-то может прийти в движение. Для кого-то из вас вам придется, может быть, поехать куда-то. И вы не планировали эту поездку, или вы, может быть, когда-то прежде даже мечтали о ней, а потом могли передумать. Или что-то встало опять же на паузу по независящим от вас причинам. А здесь может словно убыстриться, благодаря тому, что какой-то вопрос как будто решен. Это не вы его решили, а он как будто вне зависимости от вас. Вот почему я говорю про какие-то инстанции, например, да, или готовность документов. Вот есть какой-то такой элемент, как у кого-то из вас, мои дорогие весы, проиграется то дело или та тема, которую я уже где-то забыл или оставил на неопределенное будущее или прошлое, сам того не ведая, здесь словно заново возникает и больше реальности, больше ясности по какому-то вопросу, вы с чем-то можете определиться. Но будьте внимательны. Отшельник идет, у него в руках фонарь. Фонарь – прообраз нашей интуиции. Слушайте интуицию. Как будто включается этот фонарь в то время, когда это необходимо. И вот идет себе отшельник своим путем. Включился фонарь, и он видит змею. Поэтому, повторюсь в который раз, ускоряться искусственно самому точно не следует. Все же обе карты, тут ожидание, а здесь неспешный путь. Но если обстоятельства того требуют, как будто нужно плыть по фарватеру этих обстоятельств тоже. Скучать будет где-то некогда. Давайте неожиданности, с которыми вы можете столкнуться. Вот правда. Карты живут своей жизнью. Неожиданности, правда, какая-то для вас. Ясность по конкретному вопросу. И я не могу сказать, что вы будете прямо так сразу безмерно счастливы. Все же паш мечей. Несмотря на то, что мечи – это воздух, это ваша энергетика. Но, видимо, есть какой-то вопрос, который или он решается не совсем в том ключе, как вам бы этого хотелось. Может быть, как, знаете, вы столкнетесь с человеком, который имеет свой взгляд, отличный от вашего. С вами могут не соглашаться по какому-то вопросу. Но это не значит, что вы должны от чего-то отказаться. Как будто все равно в сюрпризах отшельник. Даже хоть камни с неба, я иду вперед. Вот как-то так. Давайте мы посмотрим, что скрыто может быть.
Знаете, по королеве Пентакли две карты, да, и обе пентакливые. Что скрыто? Ну, с одной стороны, какая-то материальная заинтересованность, может быть, конкретного человека. По королеве Пентакли, хотя королева создала сама себя, и она сама свой сад мечты, и вот этот вот райский сад, среди которого она находится, по преданию, тоже ее руками создан. И для кого-то из вас скрыто, это как для вас, надейся сам на себя, ты сам построишь вот то свое будущее, как ты будешь действовать, как ты все просчитаешь. От этого качество жизни будет зависеть. С другой стороны, может быть для кого-то, что в вас какая-то заинтересованность через финансы. Или ваши, может быть, финансы, деньги, поступления, они могут задерживаться. И такой момент тоже может быть. Для кого-то из вас вот то, что задерживалось какое-то время, оно как раз, финансы я имею в виду, вы можете получить в январе, особенно с учетом Меркурия, который выходит из ретро-движения. Вот тут совершенно по-разному. Сама по себе карта, сами по себе их две, они не говорят о каком-то злом умысле. Нет. Но заинтересованность какая-то материальная. Либо ваша, либо, может быть, и в вас. Хотя вот со всеми этими картами я больше вижу, это ваша реализация, ваша заинтересованность или какая-то тема денежная, которая без конца, ну, знаете, досаждала. Деньги задерживались по работе. И здесь это может быть отправной пункт, что я как-то хочу эту историю изменить, и это будет побудительный мотив. Либо заняться своим творчеством, ремеслом или работать на самого себя, все-таки это по королеве Пентаклей предусматривается, или изменить вот эту финансовую историю, чтобы не находиться в режиме ожидания. И как будто для этого, может быть, как раз и будут какие-то предпосылки. Вообще, это качество жизни и стабильность. Вот если что скрыто, стабильность на длительный период. Значит, здесь как-то надо будет провзаимодействовать с тем, что придет на порог, с теми новостями, которые, может быть, будут, и с теми людьми уж, какие есть, вам встретиться на пути, но при этом держать собственную канву интересов. Что может помешать? Горячность, импульс. Или когда что-то кому-то будете доказывать, кстати. Или, знаете, может быть, вам начнут что-то доказывать, может быть такое, когда вам с вами не согласны. Мы уже об этом говорили. И тогда не надо парировать. Если, знаете, мы начинаем говорить, например, да, пусть мы не согласимся с этим собеседником, пусть мы не согласимся с конкретной точкой зрения, но словно педалировать какую-то свою теорию или, как мы видим, наши взгляды, вот, допустим, на жизнь, да, как мы видим развитие событий. Как будто тоже вот на этом настаивать нет смысла. Ведь по тузу жезлов это какая-то возможность, и вы как будто ее ясно видите. Но это в позиции помешать, и поэтому действуйте аккуратно, мои дорогие весы. Для вас, видимо, это будет важно. Какой-то горячности точно, но не место в январе. И эти-то все карты, посмотрите, они спокойные. Что будет помогать? Вот по этой карте как раз нам и говорят. Отступи полшага назад, буквально не связывайся, не вступай в какие-то дебаты или в какие-то прения. Это карта соревнования, когда, знаете, воздействие на нас идет со стороны. И карта предусматривает нейтралитет. Отступить полшага назад или просто словно в тень. Быть где-то серым кардиналом. Не увеличивать дистанцию конфликта. Если с чем-то не согласны, не значит, что мы прогнулись где-то под чужое видение процесса. Нет. Но и в то же время в спор как будто это тоже не должно перейти. Вот это помогает. Больше нейтралитетов, даже если вы с чем-то или с кем-то не согласны. Вот, наверное, поэтому говорят сюрприз. Если отступишь полшага назад, либо конфликт не разразится, либо вопрос сам по себе как-то решится, либо больше будет возможностей решить, опять же, тот или иной вопрос, меньше советчиков, меньше недругов, меньше палок в колеса будут тебе вставлять. Вот где-то так может проигрываться. Дела, работа, бизнес. Король кубков. Для кого-то из вас, может быть, это часто проходит
люди, которые, ну, буквально наши партнеры по личной жизни, может быть, и супруги. Пока, может быть, вы и будете со своим партнером какую-то ситуацию проигрывать для кого-то из вас. У вас все-таки пара выпадает. Может быть, и семейный бизнес, правда? Но это, наверное, для небольшого совсем количества людей. Но в целом, если мы говорим, король кубков, он удачно умеет сочетать в себе рационализм и чувства. Когда нужны чувства, личная жизнь, он их там проявляет. В те минуты или в тот период, когда нужно решать что-то важное, он как раз, чтобы ему не мешали вот эти эмоции, он может от них освободиться. Он умеет ими, но как-то управлять. И где-то для вас придется переключаться в течение января с вопросов личной жизни на какую-то конкретику, на злобу дня или на решение рабочих, может быть, вопросов или дальнейших планов на будущее. Что по финансам? Радость, подарки. В целом стабильный финансовый период, январь месяц. По крайней мере, карты нам не говорят о том, что будут какие-то финансовые проблемы. А по пажу кубков как раз больше радости и хорошего настроения. Или, как я уже сказала, подарок. Или, может быть, это денежный эквивалент в виде подарка. И вас тоже это как и порадует, так и вдохновит даже, потому что это карта вдохновения. Может быть, вот что скрыто. Правда, у кого-то основная сумма, вы можете либо сомневаться, либо, допустим, если была какая-то задержка, вот эта радость приходит, потому что вы эти деньги так или иначе получаете. Но, может быть, вы будете что-то продумывать, чтобы этих задержек в последующем не было. Но вот какая-то, как будто изменение вот неизбежно, правда, колесо фортуны. Давайте в личной жизни посмотрим. Двойка мечей, есть определенное решение, выбор. У кого-то может так проиграться личная жизнь в вашей паре, что приходят какие-то новости, и вам в кругу своей семьи придется, может быть, вам, допустим, куда-то поехать, отправиться. И это должно быть увязано со всеми домочадцами, может быть. Или приходят какие-то сведения от вашего супруга, например, или вашего партнера. И тоже вот эту информацию как-то нужно увязать. Есть какая-то двойственность, и вам словно нужно делать вывод или выбор. По двойке мечей словно мы шли, ну, если мы говорим про путь. И вот мы приходим к тому, что словно упираемся в стену. И вот этот выбор либо направо, либо налево. А вот уже прямо как будто никак. Вот что-то подобное, но у каждого по-своему может быть по двойке мечей, когда выбор придется делать. И может быть это не вами инициированный вывод или выбор, а это вот по колесу фортуны так обстоятельства могут сложиться, что хочешь ты не хочешь, а нужно определяться. Может быть, это новости какие-то, которые приходят и вас заставляют, ну, как-то себя скорректировать или свои дальнейшие планы. Такое тоже может быть. Для кого-то из вас это может быть, ну, не совсем нам говорят про любовные треугольники, потому что у нас здесь пара, но в то же время у кого-то ведь и так может быть. Значит, то, что касаться будет отношений, как будто тоже придется выбирать. Таким или иным путем. Может быть, у кого-то из вас это будет даже больше касаться вашей трудовой деятельности. Хоть выпадает нам на личную жизнь. Но про личную жизнь нам сказали, что для тех, кто, повторюсь, либо человек семейный, либо в паре, или пусть даже сложные отношения. Если вы хотите, вы, кстати, можете помириться. Но для тех, кто один или одна, нам не говорят про то, что будет новое знакомство. Это правда. А вот выбор-то как раз, он может и стоять либо по части зарабатывания денег, дальнейшей какой-то вашей личной истории или ваших амбиций, или с учетом сложившихся обстоятельств для вашей пары, для вашей семьи. Абсолютно по-разному. Давайте я достану еще одну карту. Карта совет, вот так. Вы знаете, может быть конфликт у кого-то из вас, даже в паре. Вот карта пятерка мечей нам говорит о чем? Первая победа.
Или, знаете, это не тот явный конфликт, все же у нас Луна, а это ваше несогласие по какому-то вопросу. И пятерка мечей нам говорит, не обостряй какую-то обстановку, лучше, правда, отступи полшага назад, чтобы какая-то прежняя история, она не помешала тебе словно построить что-то хорошее на будущее. Нет смысла что-то доказывать, но по пятерке мечей всегда первая победа, когда правда как будто за вами, мои дорогие весы. Но от этой правды, от этой победы ни холодно, ни жарко. Она не приносит ни удовлетворения, ни удовольствия, ни радости. И поэтому и карта-то говорит, вот дистанцию конфликта, правда, не расширяй. Пусть с тобой кто-то не соглашается, пусть тебя это тоже где-то не устраивает, но либо предоставить возможность пространству, правда, тут что-то будет меняться, хотим мы или нет. Может быть, будет больше ясности, больше какой-то информации вы еще получите, или какая-то конкретика выйдет на повестку дня, когда этот выбор будет делать проще, или какая-то обстановка будет более очевидна. Но однозначно своих приоритетов как будто терять нельзя, принципов своих тоже ими не стоит жертвовать, безусловно, но и где-то обойти острые углы будет в плюс. Может быть, вот в этом будет заключен выбор. Тут не столько выбор, а может быть для кого-то из вас эмоционально просто сдержаться придется. Я надеюсь, что это будет не для всех, и для большинства проиграется как пара, и какие-то приятные радостные события, эмоции, вот этот эмоционально-душевный баланс и радость, но, видимо, для кого-то не обойдется и без ложки дегтя. Хотя ведь может быть просто ситуация выбора именно из-за того, что внешние пришли обстоятельства и меня поставили перед этим выбором. Перекладывайте на себя, мои дорогие весы, и будьте счастливы и любимы всегда.